Минобороны предложила дать участникам операции на Украине статус ветерана. Минобороны подготовила проект федерального закона, по которому всем российским военным, участвовавшим в операции на Украине, присваивается статус ветерана боевых действий. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он вносит правки в федеральный закон о ветеранах. Ведомство предлагает присвоить статус за выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года. В пояснительной записке говорится, что принятие закона позволит присвоить участникам операции статус ветерана боевых действий и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе. В 2022 году предполагаемые расходы на реализацию положений проекта закон составят 5 миллиардов рублей. Сейчас законом установлен список боевых действий, за участие в которых военному присваивается статус ветерана. В перечень, среди прочего, входят боевые действия в Алжире с 1962 по 1964 год, в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, выполнение специальных задач в Чечне с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, в Сирии с 30 сентября 2015 года. Военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснял ее необходимостью защиты населения ДНР и ЛНР от притеснения властей Украины, а также задачами по денацификации и демилитаризации страны. По последним данным Минобороны, в ходе операции российские военные поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди уничтоженных объектов – пункты управления и узлы связи, зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции, а также военная техника, в том числе танки и вертолеты. Также оперативно-тактическая авиация ВКС поразила 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил. В российском военном ведомстве сообщали, что наносят удары исключительно по военным украинским объектам, и мирным жителям ничего не угрожает.